Всем привет! Сегодня у меня для вас сразу 3 любимых и очень вкусных рецепта из капусты. Все рецепты простые и продукты очень доступные. Сразу сохраняйте рецепт, чтобы не потерять, делитесь с друзьями и поделитесь в комментариях, из какого города или страны вы меня смотрите. Для первого рецепта мне понадобится половинка кочана капусты. Капусту тонко шинкуем. Нарезанную капусту перекладываю в миску. Я вскипятила чайник, заливаю капусту кипятком и оставляю минут на 10-15, чтобы капуста стала мягкой. Мне нравится такой вариант приготовления капусты, чтобы не варить ее, а просто залить кипяточком. Все очень быстро и просто, друзья. И очень экономит наше время. Пока отставлю капусту в сторону, в миску разбиваю 3 яйца, добавляю хорошую такую щепотку соли и просто все хорошенько перемешаю, взболтаю при помощи венчика. Одну крупную картофелину тру на мелкой терке. Тертую картошку отправляю в миску с яйцом. Добавляю черный молотый перец, можете добавить какие-то ваши любимые сушеные травы, приправы, это может быть сушеный укроп, петрушка. Все хорошо перемешиваю. Капуста уже постояла, замоченная в кипятке, стала мягкой. Теперь нам нужно хорошенько слить лишнюю воду. Перекладываю капусту в миску и заливаю яйцом, смешанным с тертой картофелиной. Осталось только все хорошо перемешать. Этот рецепт просто чудесный и потрясающий. Здесь нет ни грамма муки, ничего лишнего. И вы можете приготовить его в разных вариациях, добавляя одни либо другие ингредиенты, взаимозаменяя одно другим. И у вас всегда будет получаться разный и очень интересный вкус. Теперь я беру пару зубчиков чеснока. И вот таким вот образом чеснок можно раздавить ножом. Просто накрываю зубчик лезвием широкого ножа, придавливаю, и получается вот такая красота. И все уже практически готово. Я разогреваю сковороду, наливаю растительное масло и выкладываю в горячее масло зубчики чеснока, которые мы с вами только что раздавили. Выкладываю чеснок в горячее масло и обжариваю с 2 сторон до золотистого цвета. Обжаренный чеснок удаляю из сковороды, он нам больше не понадобится, но вы, конечно, можете съесть его в прикуску с любыми блюдами или даже с этим вкуснейшим пирогом. Жареный чеснок не только вкусный, но и полезный. При обжарке он не теряет своих полезных свойств, но в нем активируются другие вещества, которые также полезны для организма и усваиваются уже по-другому. Кстати, растительное масло вы можете заменить оливковым, если вы действительно заботитесь о своем здоровье. Но это уже на ваше усмотрение и по вашему желанию, конечно же, дорогие мои. А я выкладываю в сковороду капустную массу. И вот так вот равномерно ложкой или лопаточкой все хорошенько распределяем по сковороде. Друзья, сегодня мы с вами готовим капустную пиццу. И это основа для пиццы. Обжариваем ее на среднем огне минут 5-7 до красивой золотистой корочки. А тем временем нарезаем кружочками 1 помидор. Беру кусочек сыра и натираю на крупной терке. У меня здесь где-то грамм 70 сыра. Этого количества будет достаточно. Можете брать любой твердый сыр. Главное, чтобы он легко и хорошо плавился. И мелко нарезаю небольшой пучок зеленого лука. Вместо зеленого лука вы можете взять любую другую зелень. Это может быть укроп, может быть петрушка. И наша пицца из капусты уже практически готова. Накрываем сковородку крышкой или прикрываем тарелкой
И вуаля! Готово. Аккуратненько переворачиваем. Опа! Посмотрите, вот такая красота. Можете подрумянить посильнее или поменьше, по вашему желанию. Главное, что пицца отлично держит форму. Аккуратненько смазываем сковородку маслом. Слейте с пирога жидкость. Это обычное яйцо, и оно очень быстро схватится. Посмотрите. И сверху на яйцо просто выкладываем нашу капустную лепешку. Аккуратненько подровняйте краешки, пройдитесь по краю лопаточкой. Также можем подлить немного растительного масла, чтобы пицца хорошо зарумянилась с нижней стороны. Сверху на пиццу выкладываем пару ложек кетчупа, это может быть томатный соус, томатная паста или просто обычный кетчуп. А также на кетчуп укладываем наши ломтики помидоров. Все готово, друзья, осталось только хорошенько посыпать пиццу сыром. Сверху посыпаем пиццу зеленым лучком и оставляем еще буквально на 5-7 минут, чтобы пицца полностью дошла до готовности, лучше под крышкой. Наша пицца из капусты, друзья, полностью готова. Посмотрите, какая она вкусная, аппетитная, очень сытная и полезная. Я думаю, что вся семья по достоинству оценит этот рецепт, и вы обязательно сохраните его, чтобы не потерять. А сейчас я поделюсь с вами еще одним моим любимым и очень вкусным рецептом из капусты. Не переключайтесь. И нам понадобится один качан капусты весом около 1 килограмма, можно немного меньше, грамм 600-800 тоже будет достаточно. Все готовится очень просто, друзья, и первым делом нам нужно просто мелко нарезать, тоненько нашинковать капусту. Так, все уже готово. Пока давайте отставим капусту в сторону и займемся репчатым луком. Беру одну репчатую луковицу, разрезаю пополам и вот таким вот образом мелко нарезаю. Друзья, а вы тоже плачете, когда режете лук? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. В блюдах из капусты содержится очень много витаминов, а также большой плюс этого рецепта то, что он очень-очень просто готовится. Теперь ставлю сковородку на огонь, наливаю растительное масло и отправляю в горячее масло нарезанный репчатый лук. Все перемешаю и буквально пару минуточек пусть лук потомится, пожарится. Тем временем беру одну крупную морковку и натираю на крупной терочке. Вот так. Капуста, лук и морковка. Блюдо получится очень полезным, к тому же сейчас самый сезон хрустящей и сочной капусты. Кто-то обожает квашеную капусту, кто-то тушеную, а кто-то не любит ни то, ни другое. И этот рецепт как раз для вас. Тертую морковку добавляем к жареному луку. Теперь все хорошо перемешаем. И сверху на овощи выкладываем капусту, которую мы с вами заранее нашинковали. Сырая капуста по объему занимает достаточно много места в сковороде. Ничего страшного, дорогие мои. Просто накрываем капусту крышечкой, можно немного придавить. И на несильном огне буквально 5-7 минут потушим капусту, чтобы она стала более мягкой. Тогда она уменьшится в объеме и все прекрасно поместится. Зато точно хватит всем, и вам хватит одного пирога, чтобы накормить всю семью. Тем временем беру пучок любой зелени. Это может быть укроп, может быть петрушка, то, что вы любите, и мелко нарезаю. А вместе с зеленью я также возьму пару зубчиков чеснока. Я очень люблю аромат чеснока во всех блюдах. И измельчаем чеснок любым доступным для вас способом. Чеснокова-выжималка, нож, какой-нибудь девайс. Так, а пока давайте посмотрим, как там чувствует себя наша капуста. Она уже стала более мягкой и уменьшилась в объеме. Теперь просто перемешаем капусту с луком и с морковкой. Так, все хорошо перемешали, снова накрываем сковороду крышечкой, и пусть капуста дойдет до полной готовности, до полной мягкости. Оставляем еще буквально на 5 минуточек. В миску разбиваю 5 яиц
Яйца можете брать любого размера. И главное, что мне очень нравится в этом пироге, что этот капустный пирог готовится практически без муки. И даже без духовки. Добавляем к яйцам хорошую такую щепотку соли и хорошенько перемешиваем все, взбалтываем венчиком. Друзья, не забудьте подписаться на канал и поделиться видео с друзьями. Тем временем капуста уже полностью потушилась. Посмотрите, вот такая она мягенькая получается, хорошо протушенная. Можно добавить сюда немного растительного масла и слегка ее обжарить, тогда получится еще вкуснее, но это по вашему желанию. Снимаем капусту с плиты и отставим в сторону, чтобы капуста немного остыла. К яйцам добавляю 1 или 2 столовых ложки муки, этого будет достаточно. Все хорошо перемешаю венчиком. И сюда же отправляю тушеную капусту. Следом за капустой добавляю рубленую зелень с чесноком. Друзья, аромат стоит ну просто потрясающий, получится очень-очень вкусно, я вас уверяю. И, конечно, соль и перец добавляем по вкусу. Можете добавить каких-нибудь сушеных приправ, пару щепоток, итальянские травы, прованские травы, то, что вы любите, но это не обязательно, соль и перец – это главное. Осталось только все хорошо перемешать. И я предлагаю приготовить это блюдо из капусты на сковородке, но напоминаю, что вы точно так же легко можете приготовить его в духовке. Я беру сковородку и на дно сковороды кладу вот такой кружок обычной пергаментной бумаги. Бумагу смазываю растительным маслом, чтобы ничего никуда не пригорело. И выкладываю капустную массу в сковородку. Вот такое у нас получилось прекрасное тесто, муки здесь практически нет. Все хорошо разравниваю. Кстати, вы можете приготовить одну такую большую толстую запеканку, такой толстый капустный пирог. Либо можете приготовить 2 небольших пирога на 2 сковородках, как вам удобнее. Я равномерно распределила массу и отправляю на маленький огонек. Готовлю под крышечкой буквально в течение 5-7 минут. Имейте в виду, что огонь должен быть небольшой, чтобы запеканочка не подгорела. Когда одна сторона подрумянится, аккуратно накрываю сковороду тарелкой. И хопа, переворачиваем, и все готово. Посмотрите, какая красота! Вот такой вот симпатичный пирожок у нас получается, румяный, аппетитный. Теперь аккуратненько перекладываю его обратно на сковородочку. Сковородку тоже можно предварительно немного смазать растительным маслом, чтобы пирог немного подрумянился снизу и образовалась красивая аппетитная золотистая корочка. Переложили пирог, накрываем снова сковороду крышкой и готовим еще примерно 5-7 минут, чтобы он полностью пропекся. На самом деле такой пирог готовится очень быстро. Вы даже не успеете глазом моргнуть, как все уже будет готово. И это прекрасная идея для завтрака, для обеда, ужина, для перекуса. Капусту в таком виде полюбят даже дети, которые обычно привередливы в еде и могут воротить свои носики от вкусных и полезных блюд, предпочитая всему на свете конфеты и сладости. И поэтому нашим мамочкам, бабушкам, хозяюшкам, конечно, часто приходится быть изобретательными на наших кухнях, чтобы дети ели вкусно, полезно и с удовольствием. И кусочек такого пирога они точно быстрее съедят, чем просто тарелку тушеной капусты. Так что очень-очень рекомендую. Это правда вкусно, быстро и просто, так что готовьте на здоровье. А у меня для вас еще один вкусный рецепт из капусты. Для этого рецепта мне понадобится половина среднего кочана капусты. Капусту тонко нарезаю. Ставлю разогреваться сковороду с растительным маслом. Тем временем мелко нарезаю одну репчатую луковицу. Сегодня готовим простой и очень вкусный пирог с капустой. Все продукты простые и доступные. Никакого теста, и пирог готовится всего за 20 минут. Отправляю лук в горячее масло и обжариваю буквально пару минут.
Одну среднюю морковку натираю на крупной терке. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или из какого города вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с моими любимыми зрителями. Отправляю морковку к луку и обжариваю еще 2-3 минутки. Сюда же добавляю нарезанную капусту. Все хорошо перемешиваю и обжариваю капусту с овощами минут 10 на среднем огне. Если хотите, можете дополнительно добавить еще пару столовых ложек растительного масла. Нарежем немного зелени. Я взяла небольшой пучок укропа. С укропом получится очень ароматная начинка. Капусту солю, перчу черным перцем. А также можно добавить немного паприки и сушеных трав. Можно добавить приправу для капусты. Главное, чтобы капуста получилась с ярким и насыщенным вкусом. Друзья, также поделитесь в комментариях, какие рецепты вы чаще всего любите готовить из курицы, картошки, капусты, что вы больше всего предпочитаете. Все, капустная начинка полностью готова. В самом конце добавляем зелень, перемешиваем и выключаем огонь. В миску разбиваю одно яйцо. Немного взболтаю его при помощи венчика или вилочки. И добавляю к яйцу 200 или 300 мл кефира. Кефир берите любой жирности, здесь это не имеет большого значения. Хорошо перемешаю заливку и пока отставлю в сторону. Беру сковороду, смазываю ее сливочным маслом. У меня масло топленое, но вы можете взять кусочек сливочного. И вместо теста я сегодня использую лаваш. Застилаю сковороду лавашем. Лаваш кладу в 2 слоя. И на лаваш выкладываю капустную начинку. Друзья, для этого пирога вы можете использовать абсолютно разные начинки. Это может быть начинка с грибами, с фаршем. И сверху на капусту натираю небольшой кусочек сыра. Грамм 50-70 будет в самый раз. Теперь лавашем закрываю начинку. И лаваш смазываю нашей кефирно-яичной заливкой. Хорошенько промазываю, чтобы пирог получился мягким. И он пропитается этой заливкой, получится вкусным, мягким внутри и хрустящим, очень аппетитным, золотистой корочкой снаружи. Хорошо смазала пирог заливкой. Сверху можно немножечко еще полить дополнительно. Выливаю пару ложек заливки. И сверху на пирог натираю грамм 50 сливочного масла. Можно нарезать масло кусочками, а можно вот так натереть на терке. Духовку я заранее разогрела до температуры 180 градусов, можете выставить температуру 200 градусов. И отправляю пирог в духовку на 20 минут. Выпекаю до золотистой красивой корочки. Лаваш должен только подрумяниться, а наша начинка уже полностью готова. Поэтому, как только пирог приобретет красивую золотистую корочку, достаем из духовки и скорее зовем всю семью за стол. Быстрый и очень вкусный пирог с капустой готов. Благодарю вас за лайки, подписку и комментарии. До встречи в моем новом вкусном рецепте. С вами Олеся на канале Готовим дома. До скорой встречи, друзья!